тот весенний день у меня разболелась рука. Полгода назад, будучи в командировке в Москве, я неудачно упал. В итоге перелом лучепястного сустава, гипс, в котором я работал все 2 месяца командировки. Перелом сросся идеально, не болел, не беспокоил, и вот на тебе. На любое движение большим пальцем болезненный щелчок. Стоит потянуться с просонья – адская боль. Печатать текст на сенсорном экране телефона стало невозможно. И так 2 недели. А в этот проклятый день я проснулся от боли и понял – велика моя глупость, а отступать некуда. Придется идти к костоправу. Будучи немного с бодуна, я оставил автомобиль на стоянке и поехал маршруткой. Взяв талон, я посмотрел номер кабинета. Ага, 507, значит 5-й этаж. Поднялся я на лифте. Двери, открывшись на 5-м этаже, предоставили моему взору 2 приколоченные доски, перекрывающие выход. Сматерившись на тупых джамшутов, я пролез под досками и осмотрелся. Дверь напротив выбита. Окна зияют пустыми рамами. По полу ветер гоняет листву, хотя на дворе весна. Давненько я не был в нашей поликлинике, лет 10, если не больше. Переломы то лечил в Москве. В суровые 90-е здесь веселее было. Видимо, ремонт прошел с применением нанотехнологий. Хотя, может, мне на другой этаж? Нет, на валяющейся двери написано 540. По полу пробежала крыса, и я брезгливо отошел к лифту. Может, ну его нафиг, подумал я, эту вашу бесплатную медицину. Там, где должна была находиться кнопка вызова лифта, густым слоем была наложена шпатлевка. Черт с ним, решил я, спущусь пешком. Но сначала поищу травматолога, а потом сразу к главврачу. Такой беспредел в лечебном учреждении, уму непостижимо. В коридоре стоял запах тухлятины, прелых листьев и сгнивших матрасов. И ни одного человека. Некоторые кабинеты были распахнуты, другие наглухо затворены. Вот ворюги! А ведь 1-й этаж сверкает пластиком, белые потолки, пластиковые окна. На маникюренная регистраторша сверкает фарфоровой улыбкой. Ну, показушники. Сделали для комиссии, а выше не пускают, сразу в сауны. Я зло сплюнул на лежащую под ногами дверь с надписью 512. Значит, по логике, мой кабинет рядом. За поворотом я увидел людей. Ну, наконец-то! Все смирно сидели на лавочках из кожзама и обреченно смотрели в стену. Человек 10, кажется. Кто к травматологу крайний? Бородатый мужик с огромными кустистыми бровями ответил глухим прокуренным голосом: «Все к патологоанатому». Он повернул голову и посмотрел на меня пустой глазницей с мерзко сочащейся кровью. Кровь сочилась из многочисленных ожогов и порезов сквозь дыры в одежде. С моей стороны, прикрытое волосами, свисало полуоторванное ухо. Да его на каталке в реанимацию надо, а он в очереди сидит. Вот тебе и бесплатная медицина. Докатились! Сдерживая рвотные позывы, я пробормотал: «Да, братишка, патологоанатом тебе в самый раз». Я еще раз осмотрел очередь. Кто-то изрезанный, кто-то обгоревший. У одной женщины вместо ног обрубки, из которых хлещет кровь. Бабушка рядом заботливо придерживает вываливающиеся кишки. Да с таким не живут, они сидят, как ни в чем не бывало, только что хвори не обсуждают. Я переспросил: «507-й есть кто?» Молчание. Оно и логично, я б с такими болячками тоже особо не болтал бы. Намереваясь обматерить ленивого эскулапа, я дернул дверь и застыл. Мужчина в белом костюме покачивался на веревке, весело выпучив глаза и высунув язык. «Ходяков Игнат Юрьевич», — гласил бейджик. На моем талоне значилась та же фамилия. «Вылечил руку, называется!» Я от страха и злости выругался. «Гребаный бардак!» Надо найти хоть кого-нибудь, чтобы помогли тем доходягам, чтобы сняли доктора, вызвали полицию, да хоть что-то сделать. Захлопнув за собой дверь, я понял, что один я уже никуда не пойду. У меня началось что-то близкое к ступору и к истерике одновременно. Я осмотрел еще раз толпу коллег и с моей стороны с краю увидел красивую брюнетку в темно-красном платье и с добрыми глазами. На вид она была целая, а это уже плюс. Я плюхнулся рядом с ней. «Слушайте, девушка, как вас зовут?» Алевтина. «Меня Леша». И тут меня прорвало. «Аля, я сойду с ума, мне нужен хоть один нормальный человек, врач там или медсестра, или на худой конец долбаная уборщица баба Клава, воршливая, полная, знающая все на свете, и чтобы она не придерживала кишки и не болталась в петле под потолком. Я боюсь. Пойдем со мной». Я не могу, у меня ноги не ходят. Еще с утра садилась в маршрутку, а сейчас не ходит.
И к тому же, Она кивнула на очередь. скоро наши врачи придут. Да пока они придут, тут все передохнут. Я успокоился и облокотился на стену. Аль, ты куришь? Курю. Решив, что от сигарет обстановка хуже не будет, я достал початую пачку и протянул ей. Очередь оживилась. «Молодой человек, а можно мне?» «И мне!» Пройдя по рукам, пустая пачка полетела в угол. «Да, надо что-то решать», — думал я, затягиваясь горьким дымом. Из-за угла вышли два здоровых мужика с каталкой, скальпелями, ножами и прочим инструментом. Оба в светло-зеленых костюмах. Очередь устала и, как-то обреченно посмотрев на них, продолжила тянуть сигареты. Алексей, Девушка нервно потушила окурок. мне страшно. Я не хочу это видеть. «Да что ж бояться? Сейчас всем помогут, а потом и нам подскажут выход». Начал я ее успокаивать и осекся. Одноглазый бородач, бывший первым в очереди, разделся и лег на каталку. Глаза закрыты, руки по швам. А врачи деловито начали его вскрывать. Вот уже вскрыта грудная клетка, руки сортируют внутренности по тазикам. И я понял, это не просто врачи, это патологоанатомы. Безумные патологоанатомы, вскрывающие живых людей. Я зашептал: «Аля, Алечка, валим отсюда, пока не поздно». Мне нельзя. Мне туда. Она показала на маньяков. Побудь со мной. Ты живой. Тебя не тронут. А мне страшно. Это «я-то живой» меня окончательно разозлило. «Твою мать!» – зарычав, я взвалил девушку на плечо. Спина тут же испачкалась чем-то липким, просачивающимся сквозь красное платье на груди. Стараясь не думать, что это, я рванул по коридору прочь из этого ада. Входная дверь была закрыта. Все, приплыли. Раздался скрип. Из ближайшего кабинета выглянул двухметровый мужик, не иначе ряженый. Все тело покрывало шерсть, на голове рога, а вместо носа пятачок. «Интересный костюм», — подумал я отстраненно. «Эй, рогатый!» — черт оглянулся. «Помоги дверь открыть!» Тебе открою. Тебе здесь не место. А девушку оставь. «Брось шутить, а то перекрещу!» Не знаю, почему я вспомнил эту фразу. То ли Гоголя перечитал, то ли Высоцкого переслушал. Но рогатый пожал плечами и одной рукой сорвал амбарный замок. А девку оставь. Пожалеешь. Ей в котел пора. Лёша, Раздался жалобный голос. бросьте. Вам жить надо. По лестнице поднимались еще двое. Поняв, что это ни хрена не ряженые, я самым натуральным образом обгадился. А черт с лестницы произнес: Мы тебя не тронем. А вот Алевтину оставь. «Хрена вам подворотник!» Злобно зарычал я и рванул обратно. Патологоанатомы разделывали бабушку, а рядом вертелся висельник в белом халате и конючил: «Ребят, меня вообще-то вне очереди надо, я ж медработник». Увидев его, просто так расхаживающего с веревкой на шее, я чуть повторно не наложил в штаны. Забежав в 507-й, я рванул к распахнутому окну. А там на улице, на свободе, заканчивалась осень, и раздавался запах тлена. Я не знал раньше, как он пахнет. Так вот, тлен пахнет прелой листвой, землей и спиртом. И легкий запах тухлого. На облезлых деревьях сидело воронье. И куда делась весна, радовавшая меня буквально с час назад? Я снял Алевтину с плеча, вынул свой брючный ремень и пояс ее платья, мокрый от крови. Я решил ни за что не отдавать ее монстрам, спасти во что бы то ни стало, пусть и ценой своей жизни. Я никогда не был героем, убегал даже от уличных драк в детстве, но сегодня я понял, ради нее стоит умереть. Привязав девушку к себе так, чтобы она была впереди меня, спиной ко мне, я поковылял к окну. Лёша, оставьте меня. Не надо. «Заткнись и слушай». Я был уставший и злой, мой голос дрожал от страха. «Сейчас мы отправимся в полет. И не вздумай пошевелиться, угробишь обоих. А тебе здесь не место, у тебя глаза красивые». С грузом на груди я взгромоздился на окно, встал в полный рост лицом к двери и прыгнул спиной вниз. У меня нет шансов выжить, но мое тело смягчит падение девушки, и может она сходит потом на мои поминки. Главное – упасть спиной. Долгие секунды полета я видел блеклое небо и белоснежного мужика с огромными пушистыми крыльями. Он ухватил нас за пояса, следом подлетел второй такой же, потом третий, и я почувствовал, что мы летим вверх и вправо. Если есть черти, то почему бы не быть ангелом, подумал я. «Самопожертвование – высшее проявление любви», – услышал я неимоверно добрый мягкий голос.
ты спас. Потом меня вырубило. Очнулся я в больнице, на этот раз в нормальной. Оглядев себя, я обнаружил, что забинтовано почти все тело. На ноге гипс, рука перевязана, грудь что-то сдавливает. Где Алевтина? Надо мной склонилось лицо в маске. Какая Алевтина? Вам отдыхать надо. Сзади раздался второй голос. Маш, как его зовут? Ответил я сам. Соболев Алексей Петрович. Во втором боксе ваша Алевтина. Тоже Лешу спрашивала. Вас, наверное. Жива? Я задал самый глупый вопрос. Жива, жива, еле вытащили. Отдыхайте, после поговорите. С меня коньяк. Я с облегчением откинулся на подушку. Через 2 недели я уже мог перемещаться на костылях. Кое-где начали проходить ожоги. И хотя врачи ворчали, все время я проводил у постели Алевтины. А через месяц она приехала ко мне в палату на инвалидной коляске. Друзья принесли мне ноутбук, и я прочитал про ДТП, в который угодила наша маршрутка. Пьяный водитель КамАЗа размазал нас по асфальту. Что-то загорелось, случился пожар. Из 9 пассажиров микроавтобуса выжили только 2, я и Алевтина. Оба водителя погибли. Я пролистывал фото с места происшествия и узнавал людей, сидящих в той очереди. Бравастый бородач был виновником ДТП. Бабушку выбросило на асфальт, по пути распоров ей живот. Кстати, Ходяков повесился в то утро от несчастной любви. Правда, не в кабинете, а у себя дома. Об этом я узнал из разговоров медперсонала. Меня выписали через 4 месяца. Алевтина уехала через полгода на инвалидной коляске. На ней же моя будущая жена въехала в ЗАГС. Как-то после нескольких операций, прогуливаясь по парку уже на своих ногах, Алевтина рассказывала мне о том, что было с ней. Ее воспоминания полностью совпадали с моими, за исключением одного момента. Ей, как и остальной в очереди, дали направление в морг. Знаешь, как мы тебе завидовали. Она вздохнула. Ты-то был живой. Понравилась история? Тогда жми лайк. И не забудь подписаться, иначе пропустишь следующую.